Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Мужчины, которые смотрят мой канал, обиделись и написали мне в комментариях, что не только девушки смотрят, поэтому обращайтесь как-то так, чтобы и нам тоже было приятно. Я рисую пятиконечную звезду, нашла в интернете такой способ, где не требуется ни циркуль, ни транспортир, а нужна только линейка и калькулятор. Все размеры у меня с правой стороны на листочке нарисованы. Если вы умеете рисовать такую звезду, то вам можно не смотреть первые 50 секунд. Но вообще-то они уже прошли, поэтому можете дальше смотреть. Моя звезда получилась не прям вот самая ровная, потому что тут вот лучи не все равны в результате получились. Но я думаю, что это из-за погрешности измерений, плюс вот картон, он не самый такой благодарный материал для того, чтобы переносить выкройки. Но все равно звезда более-менее правильная получилась, поэтому я продолжаю с ней работать. Ну и, конечно, я сегодня опять вышиваю. Я так соскучилась по вышиванию за лето, потому что летом я ничего не вышивала. Ну, наверное, только браслетики повышивала немножко. Ну, мне очень прямо вот руки чешутся повышивать. Так что, девчонки, кому не нравится вышивать, терпите. Вообще, на самом деле, вот в этом изделии, которое я делаю, вышивку совершенно не обязательно применять, но мне захотелось именно вышивку. Предыдущий стежок, которым я вышивала, назывался тамбурный, а вот этот у меня уже пошел, называется стебельчатый шов. Вообще, в сегодняшней вышивке я буду использовать всего 4 стежка. Если вы не успеваете за мной, естественно, потому что у меня увеличена скорость в 2 раза, плюс еще смонтированы, всякие паузы, остановки здесь отсутствуют, в отличие от обычной жизни. Вот, но вы можете в любом случае, на любой платформе, на какой бы вы ни смотрели, изменить скорость воспроизведения в настройках в уголочке экрана есть шестереночка настройки, и там можно изменить скорость воспроизведения. Девочки и мальчики, я хотела попросить, давно не просила, но думаю, уже опять пора. Для тех, кто смотрит в Ютубе, вы нажмите, пожалуйста, колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. Вообще-то я сейчас практически регулярно по воскресеньям, каждое воскресенье публикую новый ролик. И если вы подписаны, то, естественно, вы зайдете и увидите, что что-то новенькое. Но если вам один раз в неделю YouTube пришлет уведомление о том, что у меня вышло новое видео, думаю, это не будет считаться спамом прям таким большим. Ну, а мы вернемся. Предыдущий вот узелок такой беленький, это называется французский узел, стежок. И вот это вот я сейчас делаю, такой закрепочный стежок на такой длинной ножке. Я каждый луч моей звезды решила раскрасить в свой цвет. И поэтому вот у меня вот такое уже получается красивое. Девочки, не обязательно вот так плотно, такой прям покрывной вышивкой, как вот я предыдущие лучи. Вот смотрите, это все равно красиво смотрится, даже вот где я розовый, там немного. Но можно оставить даже и в таком виде, не прям вот сплошняком. Но сплошняком мне тоже очень нравится. Но это еще ведь не все. Мы дальше с этой заготовкой будем работать. Делать обратную аппликацию. Я взяла кусочек хлопковой ткани тоненькой, еще один кусочек старых джинсов. Я, кстати, хочу сказать, у меня джинсы, здесь вот джинсовая ткань, от летних джинсов, то есть тоненькая джинсовая ткань используется, потому что у меня тут будет несколько слоев, и чтобы машинка справилась, я решила на тонких джинсах. Прострочила по периметру звезду, 2 ткани вместе, сложены лицом к лицу, и вырезаю контур. Изнутри оставляю вот где-то 3-4 миллиметра, но в острых уголках звездочки своей я поменьше даже оставляю. И делаю такой вот надрез, прям вот надсечку до почти строчки. Но строчку, конечно, не прорезаю. И потом еще на вот тупых уголочках срезаю часть ткани, чтобы у меня это все дело получше потом выворачивалось. Вот у меня такие 2 красивые звезды, ненужные, но, может быть, когда-нибудь пригодятся. И теперь мне надо вывернуть все, чтобы все было красиво. Я как-то приноровилась крючком для вязания выправлять все уголки. Мне прям хорошо помогает этот крючочек.
Все вывернула, и мне надо теперь загладить так, чтобы у меня вот эта вот ткань, которая с изнанки, как можно меньше выглядывала. Ну или совсем не выглядывала. Но я уж не рассчитываю, я вечно косячу, поэтому, конечно, можно было бы такую же джинсовую ткань туда, чтобы это вообще незаметно было. Но старые джинсы моего мужа кончаются, а вот такой хлопочек я всегда могу найти кусочек. Вообще, конечно, можно вышивать, а можно и не вышивать. Я вам сейчас покажу с другими тканями, как смотрится эта обратная аппликация. Тоже очень неплохо. Помните, раньше говорили, что если на одежде пятно или дырка, то нужно ее замаскировать или вышивкой, или аппликацией. Но вот у меня получается, что я и вышивку, и аппликацию делаю одновременно. А вообще такую обратную аппликацию, конечно, очень много способов применения. Можно и в одежде, и в джинсах, и в джинсовых куртках, и в сумках, и наволочку декоративную сделать. Просто красота получится. И делается очень просто на самом деле. Я уже пристрочила свою обратную аппликацию обычной прямой строчкой. Цвет взяла ниток под цвет джинсов. И теперь хочу сделать отделочку зигзагом. И я опять толстые нитки вязальные намотала на шпульку, вставила шпульку в шпульный колпачок. И так как у меня уже контур звезды обычной строчкой проложен, то я спокойно могу с изнанки прострочить так, чтобы моя вот эта толстая нитка оказалась в результате с лица. Начинаю я с середины луча, а не с угла ни с какого, потому что потом мне удобнее будет заканчивать все-таки в середине луча. И строчу зигзагом просто по своей вот этой заготовочке, по контуру, ориентируясь на вот эту прямую строчку, которой я пришивала эту аппликацию. Если кто-то спросит у меня, сколько по времени у меня заняла вышивка, то я могу сказать, что где-то 6 часов. Даже, может быть, чуть поменьше, потому что я все-таки отвлекалась. Но вот с 3 часов дня до 9 вечера я все закончила. Так что не бойтесь. А если вы будете делать не такую сплошную, то и меньше времени вообще это все дело займет. Нижние ниточки тоненькие я уже завязала на узелок. Теперь вот эти вот толстые, которые я туда продернуть не могу, я с помощью иголки наизнанку вывожу и там завязываю на узелок. Вот эту лишнюю джинсовую ткань, на которой была сделана аппликация, можно срезать, и останется просто только контур вышивки. Но смотрите, какая получилась красота. Теперь не только у кого есть дырки на одежде захотят такую аппликацию сделать, но и у кого этих дырок нет, они захотят их сделать, эти дырки прорезать, и потом такую сделать красоту у себя на джинсах или на чем-нибудь, хоть на чем. Надеюсь, в этот раз не найдется хейтер, который мне напишет выкрасить и выбросить, потому что получилось очень классно, но хейт не зависит от того, как получилось, а зависит от того, кто посмотрел. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, конечно же, на мой канал, если еще не подписаны, и большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.